Друзья, всем привет! Прямо сейчас мы отправляемся за 150 километров от Новосибирска. Нам наша подписчица отправила историю про своего соседа, который в данный момент живет без электричества, без каких-либо средств существования, в очень старом, практически разваливающемся доме, без любых благ. И она попросила нам приехать, познакомиться с ней, с ним, узнать как-то его историю, возможно, чем-то помочь. И прямо сейчас мы отправляемся в путь. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, подписывайтесь на наши все социальные сети. И мы вам всем желаем приятного просмотра. Ну что, мы подъезжаем. Где-то здесь быть должен дом Анатолия. Обалдеть. Смотри, какой, Вань, дом. Это еще старые, из глины делали или из чего эти дома? Крыша, да, как-то вот прогнутая. Дрова, смотри, кстати, смотри, аккуратненько лежат, выложены. А дядя Толя, он у себя? Да, ждет. Ждет, да? А можете, ну вот, что про него знаете, рассказать нам что-нибудь? Ну, получается, год как остался вот без средств существования, то есть у него вообще нет никаких ни доходов, ни чтобы кто-то ему помогал. Я, получается, вот хожу, его собаку кормлю, его соседи тоже. У него подкармливают. собаки есть? Одна собачка Одна там. собака. Угу. Паспорт восстановили, он долгое время без паспорта был. Вот сейчас люди у нас в Болотном, 3 человека я нашла, кто смог помочь. Он человек такой, знаете, вот за 9 лет вот этих, он ни разу никому не видела, что плохого слова сказал, или там кто что-то просит помочь, но он подколымливает так вот, где что может, там, где кому снег почистит, вот что-то где-то стаскать в огороде. Вот. Там, когда ягода за ягодой ходит, подколымит, купит себе что-нибудь, допустим. Говорят там вот видят дом, да, говорит, алкаш. Он не алкаш. Я вообще удивляюсь, многие, ну, там, вот так, как он живет, без ничего, да, без средств, без всяких. Предпринимателем одним у нас тут в Болотном, ну, как бы мы по животным также с ней общались, и я ей рассказала, что хочу вот помочь дяде Толе, что ну совсем все плохо. Привезли дров. А, дров купили привезли? Машину дров, они за 6 тысяч привезли, продуктов ему купили, там, дали денежку, мы сходили с ним, он купил крупы себе, там масло, ну как бы все равно, чтобы что-то как-то варить. Это вот недавно все было? Ну это вот буквально в течение месяца. Вот я вам То есть вы за месяц, получается, успели дров купить, да, и паспорт восстановили? Вчера он его получил. Здрасте. Здравствуйте. Игорь. Анатолий. Очень приятно. Мы тут взяли вам немного продуктов, пригодятся. Мы просто не знали, что вам взять. Взяли в основном такое в банках, в тушенке. Как у вас дела? Да ничего. Как со здоровьем? Было когда-то и хорошо. Было и лучше, да? Бегал когда-то. А сейчас почему не можете бегать? А ноги, все. А, с коленями, да, у вас проблемы? С коленями. Давно? Да, это уже началось года 4 назад. Садитесь, дом. Не стесняйтесь, один живу, как говорится. Ага. Но... О, тепло тут у вас. А как? Вот этой мазью мазал, этой мазью. Да ни черта не помогают. Просто видите, уже 4 года же прошло, это же не вчера у вас появилось. Ну, они вот бывает, что тут посидишь, а утром с постели встаешь, идешь как на это, как на шарнирах. Бывает, именно коленная. идешь, вот ровно, ага, по асфальту даже идешь. Вот так повернулся, неудобно. Она выскакивает, падаешь. И вот отсюда не чувствуешь, ну нету ноги, все, нету. Вот начинаешь массировать, вроде кровь пойдет, все, вот так вот. Да, я смотрю, у вас тут прям очень чисто.
Я, как говорится, пускай, говорит, пол грязный, Мгм. но посуда, чтоб чистая была, ну и дома чистота. Вообще раньше-то было что-то здесь? Вода какая-то? Нет, Электричество, нет. еще А, что-то? электричество-то было. Электричество было у вас? Да, потом Давно нету уже электричества? с июня. Июнь и с То есть июня. год почти. Да. А отключили за неуплату? Ей бумага пришла, Ей кому? ну, с кем я жил. Я говорю, ну заплатим. Она говорит, я пенсию получу, пойдем заплатим. А в феврале умерла от сердца. Инфаркт? Ну, А сколько лет было? Ей 62. Ровесница ваша? Да, она одноклассница, ну, на 2 года меня старше. Одноклассница? Но Вместе в школе учились? вместе учились. Потому в сказать, школе. ваша такая школьная любовь была? Да. И вы так Ну. вот под Ну, а потом мы. в возрасте сошлись. Друзья, те, кто на нашем канале уже давно, помнят видео с историей про Алексея, которого мы встретили на вокзале, и в тот момент, можно сказать, он находился в трудовом рабстве и не имел никаких документов. И тогда мы помогли ему их вернуть и отправили его домой к себе на родину. Потом Алексей перестал входить на связь, и спустя год с нами связался наш подписчик и сказал, что у Алексея дела идут более-менее нормально, и что он работает пастухом на ферме. И я думаю, в будущем мы обязательно к нему прилетим и его навестим. Так вот, к чему я вам это все рассказал? История с Алексеем на нашем канале для меня была одной из самых интересных, запоминающихся и эмоциональных. И сейчас ребята с канала «Коллектив» сняли похожую историю. Они познакомились с бездомным возле храма в Москве, привели его к себе домой, купили одежду и помогли вернуться к своей семье в Кировскую область. Слушай, ну чего? Какие чувства у тебя? Обалденный. Я по Рыжику соскучился и по Полинке. Рыжик это клад, а Полинка это... Племяшка. Ой, вы извините, что я к вам так приехал, как снег на голову. Нет, ничего. Ты, главное, Максима привез. Это для меня так важно. И я советую вам всем посмотреть эту трогательную историю и подписаться на их канал «Коллектив». Потому что только вместе мы можем сделать этот мир чуточку лучше. Все ссылки оставлю в описании к этому выпуску. Родился я в Болотном, школу закончил, пошел работать на фабрику, на швейную. После фабрики армия, А на фабрике кем работали, чем занимались там? лифтером. А, лифтером вы работали? Лифтером. ну. Мгм. То есть какой-то Нет. специальности у вас нету? Специальность я после Получили? армии уже. Выучился на шофера, на электрика. Сейчас у меня 5-й разряд электрика. А шофером какие категории? С, Б, Они сейчас действующие у вас? нет. Я его бросил ее, машину. Иномарки появились, я сказал нет. Давно, да? Давно. получается, уже? Женился, работал я на ГАЗ-51. Ого, Ну, раритет. раритет, да. То есть возили какие-то материалы, да, на Да. машине там? Дрова, уголь. Много машин поменял. И ГАЗ-53, и ЗИЛы, и ЗИЛ-133. Ну, всех машинах поработал на А отечественных. любимая какая была? ГАЗ-53. Это моя. То, что я ее по винтикам могу собрать и разобрать. Дядя Толя, мы же тоже ГАЗ-53 покупали. Просто у нас тоже был герой, дядя Толя, тоже ваша тезка, можно сказать. Дядя Толя, он, получается, с Магадана ехал в Донецк. Хотел на машине доехать, там он много что там загрузил нажитое. Но в итоге, к сожалению, там получилось, что не доехал. Много приключений начало в жизни происходить. Мы ездили в Томск, и ему покупали машину новую, потому что его там совсем тяжелая была, на пол России, считай, проехала. Но с Магадана, и мы ему подарили, и он потом ее, к сожалению, разбил. В 94 году на север собрались ехать. Ну, с женой, с ребятишками. Ханты-Мансийск, национальный округ. Ребятишки в школу пошли. Она устроилась. Я комиссию проходить. Всю комиссию прошел. Хирург меня не допускает до работы. Язва желудка. Пропадная язва желудка. В армии в 80-м году мне как раз делали операцию.
И получается, вы вот в Ханты-Мансийске вас не пропустили из-за Да, этой язвы? из-за И язвы. пришлось Сказали, обратно езжай вернуться. домой. Как уехал сюда, и здесь и работал. То есть продолжали работать шофером, электриком уже здесь, на месте. Здесь уже на месте. И в тайге работал, лес валили, на пилораме работал. А потом, когда уже многие стали все хуже и хуже и хуже. Уже только подработки мелкие, да, у вас Да, какие-то? и мне уже на пилораму не берут, а куда ты встанешь? Упадешь, опилы. Ну, опасно, в общем. Опасно, да, ответственность. Хотят брать. Куда он будет брать на себя? Я так понимаю, то есть у вас сейчас ни пенсия не оформлена, Нет, еще соответственно, пенсия не оформленная. ни инвалидности нет, то есть вы вообще без всяких средств Да, существования. без всяких существований. Татьяна не стала. Татьяны не стало. То есть, а вы тогда жили на какие-то ее доходы? Да, ну она пенсию получала. Ну, нам хватало. То есть на продукты вам, по крайней Да, мере, хотя бы хватало. Этот дом, получается, у вас родительский. Да. А сколько ему лет уже? Просто мне кажется, вашему дому около 100 лет. Да, где-то так. Ну, как зять говорил, Колчак ушел, а дом забыл забрать. Мгм. Как вы тут зимой? Холодно же, наверное, просто всех щелей продувает. А, я-то Или нормально я уже здесь? привык. Вон соседи смеются. Медведь, говорит, не замерзает. А я вот смотрю, вы здесь по возможности, да, как-то вот утепляли, ну, вот закрывали вот эти Ну, эти дыры, дыры ве- закрывал, вешали это всё, ну. потихоньку. Раньше телевизор работал, ну, когда электричество было. Да. Рабочий он у вас? Да, и он стоит рабочий. Сосед отдал. Стираетесь как? Где? Ну, стираю, когда свет на машинке. А так вот Раньше? руками. У вас вообще здесь была когда-то баня на Нет. территории? Вообще Нет, никогда не не было. было? У соседей? Ну, То есть они не против? Ну, нет. Что так вот? Летом душ мы с ним сделали. Уличный, душ да? уличный. Да. Таких друзей, соседей поискать надо. Ну, то есть Как прям хороший пословица сосед, говорит, не покупай дома, покупай соседа. да? Просто зачастую бывает, что люди там живут, да, в своих домах и даже не знают, кто у них соседи, там с ними не Да. общаются. Живем соседями. Дружно хорошо. живете? Дружно. Соберемся, встанем, Мгм. разговариваем. Расскажите про вашу семью, то есть как у вас, вы говорили, то есть была жена, Да, жена, двое девочек. вы как-то поругались, вы сами хотите с ними общаться или может быть они не хотят, или вы у вас просто разошлись пути? Ну, они в Губкинском, ну, Ханты-Мансийский национальный округ. А сколько дочкам лет? Старшей было 40, 12 апреля, а 21 апреля младшей 35, А когда виделись последний раз с ними? когда уезжал с севера. То есть это в 30 с чем-то лет? Да, больше я Ого. их не видел. А хотели бы увидеться? Конечно. Что стало причиной, почему вот Ну вот, разошлись? уехал я. Не прошел вы один комиссию. уехали? Один А они поехал, там они остались? там остались, и они там остались и живут. Ой, так если вы же муж и жена была, почему жена с вами, с детьми обратно не поехала? Как это? Ну, маленько поругались. И я собрался и уехал, но... Вы себе хотели бы это вернуть электричество здесь? Конечно, нужно. Вы сейчас год прожили без электричества. Что сильно поменялось, помимо того, что ну, света нету? Только что вот не знаешь новости по телевизору, что, То в, есть Рос- минус что в России телевизора. творится. Ну, Да. Чайник у вас был раньше? да, чайник. Электрический? Плюс у вас стираться могли и раньше. Да. А у вас была стиральная машинка? Ну вот она стоит, малютка. Вон она. А, вот такая? Ну и вот она она. рабочая? Да. А духовка какая-то у вас была электрическая? А духовкой
Нет, не пользуетесь? пользовались. И если, допустим, вам вернут электричество, как за него платить? Ну, там же будет все равно что-то на месяц, там 500-800 рублей будет, допустим, если будет входить. Как оплачивать? Ой, С да пенсии? столько не выйдет у меня. Меньше? Конечно. С пенсии, То есть вы сейчас Ну, оформите пенсию, да. и с нее как раз будет возможность да, если электричество оплачивать. возможно электричество оплатить. Мгм. А нет, и сколько там задолженности, с пенсии рассчитаюсь. А вы документы где-то потеряли? Пошел в документы, в пуховик положил, все. По магазинам там. Там-то дешевле, чем у нас здесь. Паспорт достал с кармана, деньги взял, паспорт сунул, а видать мимо, и все. Потом обратно в этот магазин зашел, спросил, а паспорт не находили здесь? Никто не находил. Она говорит, нет. И, соответственно, вы с паспортом тем более никуда не можете, ну, без Да. паспорта не устроиться. Да, я А восстановить тоже денег не было у вас. не было, но... Вот так Ну, вот, люди спасибо. помогли, да. Спасибо Ане, она помогла. Летом здесь готовы. А, это летняя, Готовили. летняя Да. кухня? Вы банки какие-то крутите, там что-то сами делаете? Да, капусту солю, огурцы В банках тоже. в банках. Все. А из ягод что-то там, варенье какие-нибудь? Варенье не очень увлекаюсь. Более Нет. такое, да? На. Не сладкое что-то. А сейчас у вас где дрова все? Вот там, за собакой. Вот, я покажу. Уйди. Ваня, иди. Посмотри. Я отсюда Посмотри дрова. А, ну практически она такая наполовину, да? А вы на нем давно ездили последний раз? В прошлом году покатился. Ну, планируете ремонтировать его? Или уже Нет. все, да? Не, я его отдам пацанам, М, ребятишкам. В лес, еще что-то там по делам, можно же и на велосипеде ездить. Ну, то есть не на таком, понятное дело, там побольше именно мужской. Или, Да я вам, лучше в лес возьмут ее. или вам просто уже именно с коленями больно на велосипеде Конечно, ездить? конечно. Крутить больно педали? А рыбачите вы? Да, И рыбачите тоже? А удочка есть? есть. А на рыбалку как часто вы ходите? Ну, зимой не ходите, там лунки делают? Нет, люди. я не рыбак на зимнюю рыбалку. Мгм. Для себя хватает. Для себя. Ну. Ну, чтобы прокормить себя, да, элементарно. Да. Мечта какая-то есть? Мечта есть, только она несбыточная. Сейчас очень дорогие стали. Кто? Да тоже бы взял бы мотоблок. Ездил бы в лес бы по грибы. На продажу куда-то? Да и для себя. Я люблю солить. Правда, вот в прошлом году, ну, мало было это. Ходил по лесу. А так, постоянные. Мне даже с города приезжали, грибы закупали. Но вы смотрите, вы же понимаете, что если для тот же брать, ну, допустим, если там у вас появился бы мотоблок, это же нужно на него там какие-то запчасти, его нужно заправлять и так далее. То есть он должен быть не просто у вас как средство Да. передвижения, что он должен вам, ну, на вас работать, Ну, если где кого-то помочь, так спахать. спахать. То есть это, грубо говоря, сезонная работа, ну, не каждый закажет эту услугу. То есть, допустим, если там какой-то дедушка, либо семья, а он вышел лопатой, ну что там, Надо. лопаты взял, спахал огород и все. То есть, ну, будет ли он приносить, ну, какой-то заработок? Утром пораньше уехал, как говорится, на нем. Мгм. Набрал, уже не ведро 2 будешь набирать, ну, наберешь ведер 5. Мгм. А я как места знаю, Рыбные места знаете, в общем. и рыбные места знаю, и лесные знаю, в каком околке какой гриб растет. Мгм. Грубо говоря, вы себя видите именно, что Да, и ходить- деньги, как говорится, и деньги будут, и все. Мотоблок, как говорится,
будет накормленный, и сам не голодный буду. Мгм. А у вас есть прицеп? Да мы недолго его сделать. Я сам сварщик. А зимой на что жить? Зимой, да, он, соседи смеются. Ну, я выхожу, снег чистить. Почистил снег, пошел к соседу чистить, а ему нельзя, тяжестью колым, нельзя. то есть Да, я пошел здесь, особенно если грейдер пройдет. Все, я у Сашки напротив почищу. Я спокойно хожу, Потихоньку. а руки, говорю, кидают снег, можно работать. Не сижу. По снег почистить, какая бабушка еще придет. Там Пойду. 50-100 рублей, да, там заплатят. Да, больше. По-разному. Да, Смотря сколько снега, да. да. Вы электрик, вы сварщик, вы же можете и колымить, и по электрике заниматься, и по И по сварке. электрике. Там- Раньше обращались, а сейчас Сейчас нет уже. нет. Ну Так да. я и проводку полностью прокидывал. Всю, расключение, все, под ноль. Все делал. Дрова вам только сейчас привезли. А как вы зиму, как вы топились вот этот год? Я в прошлом году, с ногами хоть и мучился, колымел помаленьку. Заработал на машину дров. Вот и я протопился зиму. Зимой. Ну, Просто они закончились, да, и вам сейчас да, привезли, вот щас, подарили. да. То есть Пока. вы прям, чтобы замерзать зимой, вы не замерзали? Нет, не замерзал. Не хотите, не знаю, обследовать колени свои? Ну, по-нормальному, то есть и сделать снимок какой-то, чтобы там посмотреть, что вообще с ними. Раньше еще обращался, проверял, хирург сказал, разрыв маниски. Ну, это когда было? Это лет 20 назад. Лет 20. Ну, я Ну, говорю, они что так, про сейчас. А сейчас я уже не обращался. Позже пойду, попозже маленько. К окулисту с глазом, пускай мне проверят глаз. С ногами к хирургу, терапевту, хирургу. Говорю. Вы это когда хотите? В мае. Можете вспомнить самый счастливый момент в вашей жизни? Когда родилась дочь. Вот мой был самый счастливый день, что я стал отцом. Ну, А самый, наоборот, самый такой грустный, тяжелый день? грустный день, когда умер отец. А мне его не стало хватать. А с отцом прям близко, да, общались? Ой. Наказывал меня. Наказывал, не спорил. На горох ставил. Угу. В угол, наверное, да. В угол, на горох. Но при этом все равно у вас, да, А, такие всё равно. отношения хорошие. В лес постоянно он меня брал с 5 лет. И как раз вот он вас всему там и Он и научил. научил меня всему. Мать научила меня с оленем. Учись, говорит, смотри, как я делаю, и ты делай так же. А отец меня научил всему. Для себя кое-какой момент подметили. Мы сейчас еще с Аней поговорим. Вот, хотим с ней посоветоваться. И, может быть, еще на днях к вам приедем. Если что, рады будете нас Да видеть. приезжайте, я что, хоть поговорить с кем можно. Вот так что, думаю, мы не прощаемся, Анатолий. Да? У нас еще от нашего канала вам небольшая здесь поддержка. Ох, до я щас следующего. пойду в магазин. Ну, я думаю, там каких-то продуктов сейчас у вас хватит, которые мы хватит, принесли. Не знаю, ой, может быть, вам что-то хватит. там для дома, для быта, для уборки, что-то сейчас купить. Ну, по крайней мере, до следующего нашего приезда, я думаю, вам этого хватит. Порошка возьму на стирку. Да, порошка, Да. у вас там фейри можно взять для посуды, мыло какое-то, шампунь. Мыло у меня есть. Да. Было приятно с вами познакомиться, И мне тоже. Анатолий. До скорых новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. Приезжайте. Да, обязательно еще приедем. Смотрите, вопрос такой. Вы в курсе по электричеству, какая сумма долга вообще? Да, мы заходили через потосферу, у него выходит 16 700
16 680 или 620, ну, точная сумма. Это только свет. Если мы сейчас с деньгами решим вопрос, вы сможете это все помочь организовать, чтобы это прям ему подключили? Да, я помогу обязательно. Не просто Мгм. так же, я ему помощь искала, и я только за. Мы хотим придумать что-то, чтобы дать ему, может быть, какую-то удочку. А он говорит, что он на мотоблоке может там и по ягоду съездить, и Ну по да, грибы, ему тяжело, выехать на дорогу, расставиться и там продавать. То есть не с одним двумя ведерками идти на трассу, а ну, прям выставить, да, ассортимент, и там это все продавать. По электричеству вы тогда в понедельник позвоните, узнаете, как Мгм. это все делается, только ему вообще Точно, об этом ни слова, чтобы Хорошо. он не знал. И если все-таки мы соберемся, может быть, даже ему мотоблок ему подарить, то есть, чтобы он тоже об этом не знал. Мгм. Просто Люди. есть большая вероятность, что когда выйдет видео, у вас здесь очень много людей, и оно об этом узнает. да. Что ему могут потом про эту нашу идею рассказать, и он уже будет знать, ну, что ему подарят это. И это будет уже не то. Интересно. Правда, пока не знаю, как нам это все провернуть, чтобы это получился по-настоящему сюрприз. И очень хотелось бы прям такой крутой подарок для него сделать. Но если у нас что-то пойдет не по плану, мы не успеем это сделать раньше, там, да, чем увидите вы, здесь местные жители. Просьба большая для местных жителей: не говорите дяде Толе, что вот мы для него что-то собираемся делать. Это прям очень-очень важно. В общем, пишите свои мысли, мы будем абсолютно все читать, будем как-то действовать, потому что дядя Толя хороший человек, хочется помочь, сделать ему приятно и сделать так, чтобы его жизнь она уже улучшается благодаря добрым людям. Хочется, чтобы вот все вышло на новый уровень, в положительном таком ключе, и продолжило дальше это все развиваться. В общем, это все будет у нас в будущем. Подписывайтесь на наш канал, на наши социальные сети. И увидимся с вами через неделю.